Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, карта дня. Сейчас мы посмотрим пятницу. На что обратить внимание в пятницу. Ну и, соответственно, что делать, чего не делать. Ну и как себя вести. Я больше вот так на это смотрю, чем на события. Иногда, если вижу события и чувствую события, рассказываю. Ну, а в основном я больше склоняюсь к тому, чтобы дать совет, чего же избежать в этот день и на что обратить внимание. Ну что, смотрим пятницу. Первое, что могу сказать в пятницу, обратите внимание на те ситуации, которые требуют решения. Не хватайтесь за все сразу, потому что не сможете найти правильное решение задачи. Это могут быть разные ситуации, но точно одна из ситуаций будет вызывать в вас сомнения, и вы будете думать, что выхода из ситуации вы не знаете, хотя как всегда, выход-то есть, и вот я всегда говорю, что выход есть, как минимум два. Главное это увидеть, а для того, чтобы это увидеть, надо включить больше анализа и меньше эмоций. Тут я вижу, вы больше будете эмоциональны, чем проблема или задача. Мы очень часто включаем эмоции, и они бегут впереди планеты всей. И они мешают нам ясно увидеть ситуацию и, конечно же, найти решение. И тут именно тот самый случай, когда будете больше обращать внимание на эмоции, чем на анализ и решение задачи. Для некоторых у меня такое ощущение, что кто-то попытается. Я все-таки, знаете, как говорят, осведомлен, значит вооружен, и я пытаюсь это предотвратить, сказав вам, не поддавайтесь, образно говоря, на провокации, не давайте людям удовлетворение от того, что у вас они испортили вам настроение. Все-таки улыбнитесь, повернитесь. Вот я всегда же говорю в длинных раскладах, я всегда говорю, улыбнитесь. Улыбнитесь, повернитесь и с гордо поднятой головой идите дальше. Давайте посмотрим, на что еще же обратить внимание, а то вроде одна карта. Да, кстати, к середине дня обратите внимание, зря вы будете эмоционировать, к середине дня придут те новости, которые вы ждали, придут те ответы, которых вы ждали, придут люди, которых вы ждали. Кстати, первое, что я вижу, это мужчина старше 40, мужчина, который будет владеть именно ответом на ваш вопрос. Это может быть как физический приход, так и информация, сообщение, звонок от интересующей вас персоны, потому что я вижу здесь, эта персона будет действительно вас интересовать, и от нее, от этого мужчины, от этой персоны вы и получите те известия, те новости, те сообщения, которые помогут вам найти выход из ситуации. Кстати, не совсем будете доверять этому человеку, и это будет ошибкой. Человек, знаете, как говорят, с миром идет и действительно с достоверной информацией, с достоверными решениями того, что вас интересует. Кстати, для тех, кому утром испортит настроение, вот днем вам будут пытаться его поднять. Вот, особенно вижу это для девочек. Ваш мальчик будет пытаться поднять вам настроение. Но это уже не визит, как я тут вижу, а именно какие-то сообщения, какие-то звонки. Давайте посмотрим, что же еще. Да, и будьте осторожны
будьте осторожны, не пытайтесь охватить, объять необъятное. К концу дня может быть усталость, раздражение, но не от того, что что-то пошло не так, потому что, насколько понимаю, у большинства вы разрулите все к концу дня. Но для тех, кто не сможет все разрешить к концу дня, я понимаю, будете уставшие и неудовлетворенные собой. А для всех остальных могу сказать, что делайте все по очереди, расставляйте границы и все равно вот именно в пределах дня пытайтесь планировать для того, чтобы не было этой усталости. Даже если не смогли решить вашу проблему, все равно старайтесь держаться на плаву. Вот это состояние, оно очень ослабляет организм, потому что это эмоциональная усталость, а не физическая. Поэтому возьмите это на заметку.